Уже 2 недели, как нахожусь в Польше, и впервые за все время вышла прогуляться вокруг ЖК. Просто прогуляться, без каких-то обязательств, без какого-то документа оборота, без каких-то закупок. Жаль, что мне штатив остался в Украине, но я думаю, это не помешает снять видео для вас, рассказать, кто я, что я, откуда я, поделиться своей историей. Постепенно, возможно, в нескольких видео, не сразу, но будем узнавать друг друга ближе. Вот это восхитительное место, это библиотека. Просто кайф. Я не знаю, я не видела такого еще нигде. Такого огромного здания библиотеки. Кто не знает, меня зовут Юля, я рада вас видеть на своем канале. И я мигрант. Переехала из Украины в Польшу со своей семьей. И мы здесь начинаем жизнь с нуля. Во всех смыслах этого слова. Я была бы рада делиться с вами своей жизнью, своими эмоциями, своими впечатлениями и опытом, чтобы этот блог был не только таким просто лайфстайл, но и полезным. Сейчас я найду, где примоститься, потому что очень дергается камера, когда иду. Думаю, вам не очень приятно будет смотреть. У меня в любой момент может закончиться память на телефоне, поэтому, если что, я остановлюсь и продолжу где-то в другом месте, возможно, в другой день. Посмотрим. Первое впечатление о Польше в целом на каждом шагу вау. Вау от масштабов, вау от качества всего, что тебя окружает, от чистоты, от человечности, от поведения на дорогах, от дорог в целом. Здесь люди придерживаются правил дорожного движения. Если сказано 30 знак, да, то все едут 30. Если сказано 140, то все едут 140. В силу возможностей своего транспортного средства. Очень чисто, очень ухоженно, очень все для людей. Цены плюс-минус такие же, как в Украине. На что-то выше, на что-то ниже. Магазин Росман вообще моя любовь, там на все ниже. Но самое основное вау, да, это от правила того, что люди уважают друг друга. Как-то культура вождения, наверное, особенно развита. У нас вау от торговых центров, вау от дорожных развязок, потому что то количество дорог, которые здесь выстроены, то количество виадуков, вот этих вот всех закрученных мостов, оно поражает, и я снимаю шляпу перед архитекторами, которые все это конструировали, которые все это продумывали. Это невероятные умы просто человечества. Ям ты тут встретишь крайне редко. Также здесь восхищает дикая любовь к животным. Мне кажется, что Польша – это вообще животный рай, потому что вот только что я сидела за 1 минуту, в 1 минуту времени я увидела 4 человека с собаками, причем один из них с 3 собаками. И они ухоженные, они классные, люди их выгуливают. Несмотря на то, что здесь уход за животными стоит на порядок дороже, люди могут себе это позволить, и люди очень любят животных. И не везде разрешают с животными заселяться, арендовать квартиры, но в большинстве случаев это не есть проблемой. Что по поводу меня? В Украине осталась вся жизнь прожита. Здесь начинается все по новой. В Украине я была quality assurance, затем выросла до операционного директора в компании, в IT-компании продуктовой.
Также там остался мой небольшой бизнес производства постельного белья. В общем, все там осталось. Какой-то период времени, последние полгода я не работала совсем, то есть даже бизнесом не занималась. Был очень тяжелый период моей жизни, поэтому переехали сюда. Нужно становиться на ноги, возвращаться к жизни, вспоминать все свои знания и думать, как здесь себя реализовать, в какой сфере, на какой позиции, и вообще понять, кто есть я, чем я хочу заниматься, потому что тот период, который сейчас, он сложен, очень сложен, но в то же время он прекрасен, потому что есть шанс все начать с чистого листа, есть шанс научиться многому новому, научиться жить, потому что, скажу честно, на родине вот это вот состояние выживания бесконечного, оно уже оно заменило состояние жизни. То есть ты не знаешь уже, что такое жизнь, ты не знаешь, что такое работать, ты не знаешь, что такое к чему-то стремиться, что такое о чем-то мечтать. Ну, то есть о мечтах вообще даже речи не идет. Ты просто в бесконечном выживании находишься. И вот сейчас уже 2 недели я по-прежнему каждую ночь просыпаюсь в холодном поту, по-прежнему мне снится, что мне нужно решать какие-то проблемы, что есть какие-то обстрелы, что у меня ребенок, что, в общем, много-много всего. И, ну, в общем, странное чувство, такие панички легкие схватываешь от того, что ты в безопасности, и тебе, ну, реально нужно учиться жить. Жить, просто жить, не существовать, не выживать, не беспокоиться, не тревожиться, а просто жить. Как-то так. Сейчас летит самолет, и я вспомнила самое удивительное, что случилось с нами за последние 4-5 лет. Это мы услышали самолет в небе, летающие пассажирские самолеты, проезжали мимо аэродромов, видели, как они красиво взлетают в небо. И это странное чувство. С одной стороны, очень радостно, что ты снова можешь это наблюдать, а с другой стороны, так грустно, что почему это не может быть у нас, а, за что это людям, почему это так. Ну, в общем, да, какое-то грустное первое видео получается, но эмоции такие, какие они есть, и ничего ты пока с этим не поделаешь. Ам, Проходим период адаптации, проходим период осознания. Первую неделю мы вообще не осознавали, что мы где-то не под обстрелами. Потом увиделись с друзьями. Как-то понемногу привыкаем. Появляются какие-то бытовые вопросы, как это приятно решать бытовые вопросы в таком спокойном темпе, никуда не спеша, как это приятно с ребенком сидеть, делать уроки. Да, класс. Ну, самолеты это кайф. Там скоро будет такой красивый закат. Класс. По поводу ребенка. Сначала хотим на полгода отдать дочь в украинскую школу, чтобы она подтягивала украинские предметы, тем более в нашей ситуации ей это необходимо в целом базу подтянуть. И чтобы она постепенно начала учить польский язык. После этого, скорее всего, после лета отдадим ее в польскую школу, но будем смотреть, потому что та школа, в которую мы здесь ее хотим отдать, она потенциально будет выдавать 2 свидетельства об обучении. Одно украинское, свидетельство про освіту, чи аттестат, я не помню, как правильно называется, давно школу заканчивала, а второе польское.
И вот если всё-таки будет такая возможность получить польский аттестат, то мы всё же останемся в этой школе. Если нет, то будем смотреть. Так или иначе ребёнку нужно социализироваться. Ребёнок не может всё время, жить в состоянии, скажем так, ну, не беженца, да, а в состоянии поиска своего комьюнити. Хочется, чтобы она жила полноценной жизнью, в любом месте, где бы она ни была, и польский язык — это то, что ей может на текущий момент очень сильно помочь. А дальше будем смотреть по ситуации. Пока что сложно что-то загадывать, потому что за последние года 4, да, года 4, мы вообще поняли, что загадывать можно что-то только на сегодняшний день. Завтра уже может не существовать. Это просто рефлекс ещё, от которого нам стоит избавиться и всё-таки научиться что-то планировать. Да, а второй момент то, что пока ещё незнакомая страна, пока ещё незнакомый язык. И мы многого не знаем. И многое, что можем воспринимать достаточно ложно, да, не совсем правильно, искажённо. Поэтому понимаем, что может быть не так, как мы планируем, не так, как мы того хотим. Вообще, воздух чистейший, погода ещё сейчас восхитительная. Как-то хочется жить, но внутренняя тревожность ещё не даёт. Вроде бы хочется жить, вроде бы хочется расслабиться, но пока что ещё такое состояние. Вот так выглядит библиотека с другой стороны, на фоне заката. Конечно, восхитительно. Кстати, ещё на вот этом вот склоне, вот тут, с той стороны, когда я показывала, ну, он такой же, как вот здесь. Ночью мы видели зайцев. Это было вообще нечто. Всё было так в снегу, этого зайчика было так классно видно.